Чтобы установить MinGW на Windows, лучше всего подходит э, способ с предкомпилированными архивами. Для того, чтобы это сделать, надо сперва загрузить такой архив. Вот откуда его взять? Проще всего загрузить из интернета, конечно же. И проще всего это сделать вот на этой странице, которую вы можете видеть у себя в видео. Так, здесь можно загрузить не только предкомпилированные бинарники для Windows, но также и для других операционных систем, как Linux и macOS. Лучше всего, на мой взгляд, подходит вот этот вот пакет, который называется V64 DevKit. В принципе, можно также с WinLibs, например, загрузить, либо вообще взять MSys, ну или, например, вот эту. Но лучше всего, на мой взгляд, подходит именно V64 DevKit, потому что у него в комплекте идут также все утилиты из Unix окружения, которые впоследствии очень сильно могут понадобиться. Например, если вы хотите использовать такую IDE, как NetBeans для, ну или, скажем, Eclipse для разработки C или C++ приложений. Так, в общем, идем сюда и затем на GitHub. Вот, на GitHub можно скачать себе разные версии. К сожалению, начиная с версии 2.0, они убрали архивы. То есть у них есть только вот инсталляционный файл. Кстати, я даже не знаю, возможно, сейчас давайте-ка качнем его и посмотрим. Возможно, это просто самораспаковывающийся архив. Надо будет посмотреть. Я всегда использовал последнюю версию из ветки 1. Точка. Вот. Ну, ладно, загружу еще архив. Да, кстати, 7-zip у меня тоже еще не инсталлирован. Можно и 7-zip инсталлировать заодно. Потому что родной родная утилитка для zip архивов в Windows очень сильно лагает. Так, значит, мы скачали. Ладно, посмотрим сперва на всякий случай. Это инсталлятор или... Ну да, в принципе, можно и последнюю взять версию. Я вижу, это инсталлятор, самораспаковывающийся архив. Ну, допустим, пускай он сюда распакует у нас наш MinGW. Так. Так, готово. Вот заходим в папочку загрузки. Здесь у нас вот наша папка, куда мы это дело разархивировали. Так, я вижу, он это сделал не очень хорошо.
Или даже не так перенесу это. Хотя не. Возьму и просто на рабочий стол это выкину. Пускай здесь будет. Так вот. Будет гораздо лучше. Итак. Значит, у нас есть MinGW на компьютере, но использовать его пока что не получится со всеми удобствами. Потому что для того, чтобы его было удобно использовать, нужно прописать путь к нему, к его бинарникам в пути Windows. Делается это следующим образом. Идем в настройки, заходим в систему, и здесь у нас о системе. Идем, и здесь у нас дополнительные параметры системы. Затем переменные среды и выбираем path. Вот эту вот переменную нужно будет изменить, а точнее дополнить. Я, кстати, не скопировал путь. Быстрее всего это делается вот таким вот образом. Короче, копируем путь к нашей bin папке и создаем у нас такую запись. Все. Сохраняем эти изменения. И теперь, если мы запустим терминал и попробуем обратиться к MinGW, например, к VTC, то видим, что у нас все прекрасно работает. Ну и для теста было бы также неплохо создать еще попробовать, чтобы убедиться, что все полностью работает, минимальную программу и также ее запустить. Итак, заходим, точнее делаем новое имя, ну, скажем, cpp тест назовем. Так, здесь мы создадим просто текстовый файлик. Ну и назовем его как обычно main. В данном случае .cpp. Все. Так. Ну и теперь просто берем и делаем минимальную программу. На языке C. Которая у нас должна успешно скомпилироваться. Для этого проще всего открыть терминал именно из этой папки и набрать здесь просто, например, gcc main.cpp. Это минимальная команда для компиляции программы на языке C или C++. Запускаем. Что-то я... все, извините. Одну вещь я совершенно забыл сделать.
Это надо всегда делать, потому что иначе тогда могут быть очень много конфузов из-за этого. Вот это вот я очень не люблю эту опцию, ее надо тоже убирать всегда. Все, и теперь мы видим, что на самом деле это был текстовый файл txt, а нам нужен cpp именно. Все, сделали. Теперь повторяем команду. И ничего не работает. Ну да, все правильно, конечно же, я забыл совсем сохранить исходник. Повторяем эту операцию еще раз. И видим, что у нас ошибок нет, а в папочке появился заветный исполняемый файл. Так, пробуем его запустить. И ничего не выводится, что логично, потому что мы ничего не делаем в нашей программе. Чтобы что-то выводилось, надо сперва кое-что добавить. Во-первых, добавим один header. Вот это нам не нужно. И добавим вызов функции printf. Так. Ну, как обычно, по традиции наберем здесь так, сохраняем. Идем сюда. Компилируем. И как видим, все у нас прекрасно работает. Так, в следующем уроке я покажу, как настроить среду разработки NetBeans последней версии. Это, кажется, 30-я или уже, может, 31-я вышла, по-моему, 30-я, для работы с компилятором MinGW.